19 февраля мы выпускали видео, в котором разбирали, почему биткоин вырос до 25 тысяч. И в том ролике мы проводили подробный теханализ, потому что тогда стоял вопрос, что же будет с его ценой дальше. Так вот, благодаря нашему анализу мы сказали, что в ближайшее время биткоин упадет ниже 25 тысяч и направится в диапазон от 23 до 24 тысяч, чтобы собрать ликвидность для роста. И если мы сейчас вернемся к тому графику, на котором, кстати, остались все наши заметки, то мы увидим, что биткоин идеально следовал нашему прогнозу, ведь 21 числа он опустился в свой любимый февральский диапазон. Но, к сожалению, в крипте ничего идеального не бывает, и в пятницу биткоин упал до 22 тысяч, а причиной этого стал, кто бы вы думали, кудрявый Сэм, потому что банк Silvergate, который ранее плотно сотрудничал с FTX и обслуживает Coinbase, Circle, Paxos, Crypto.com, а также многие другие криптокомпании, находится под угрозой банкротства. Silvergate предоставляет все услуги, связанные с фиатом, и на днях банк получил запрос от SEC на предоставление отчета по доходам, но он заявил, что предоставить этот отчет не может, из-за чего акции банка упали на 50%. После этого многие криптофирмы приостановили вывод денег через Silvergate и прекратили с ним сотрудничество, а инвесторы в страхе начали активно продавать крипту, благодаря чему рынок полетел вниз. В этой истории, безусловно, виноват банк, правда, и SEC подливала масло в огонь со своими проверками, но ничего критического в этом нет. В Америке есть множество других банков, которые работают с криптой, а глава компании DAMC сказал, что они будут искать банки в Швейцарии, потому что там множество банков официально работает с криптой, поэтому найти новый банк для сотрудничества будет нетрудно. Это было небольшое отступление, ведь основной темой сегодняшнего ролика будет ИПЦ, который опубликуют уже 14 марта, и данный отчет будет очень важный для США, потому что промежуточные отчеты по инфляции, которые выходили в феврале, были очень негативными. Аналитики из Bank of America уже начинают предупреждать, что ФРС будет поднимать ставки до самых жестких уровней, потому что инфляция высокая, цены растут, а безработица не увеличивается. И для экономики США март должен стать одним из важнейших месяцев в этом году, что напрямую будет влиять на биткоин и остальной рынок крипты. Так что в сегодняшнем видео мы разберем множество экономических показателей, пройдемся по прошлым и будущим отчетам инфляции и, естественно, проведем теханализ биткоина на март. Поэтому поддержите видео лайком, который вы можете поставить прямо сейчас. Смотрите ролик до конца, и вы узнаете, какой будет ИПЦ, как он повлияет на крипту, почему март будет самым важным месяцем в этом году, на каком уровне лучше покупать биткоин и сколько он будет стоить в конце этого месяца. Всем привет, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Сегодняшнее видео я бы хотел начать с небольшого подведения итогов февраля. И стоит отметить, что начало февраля было достаточно хорошим, не только для экономики США, но и для рынка крипты. Ведь 1 числа ФРС повысила ставку всего на 0,25%. И для нас это был шикарный подарок от Пауэлла. Уж тем более, когда на конференции он заявил, что впервые начался процесс дезинфляции. Или, проще говоря, инфляция растет уже не такими быстрыми темпами, как раньше. После этого все максимально расслабились и ничего не предвещало беды, но уже буквально со 2 февраля началась черная полоса экономических отчетов. Сначала мы получили отчет по безработице, который указывал на ее снижение, а это совсем не нужно ФРС. Потом мы получили ИПЦ за январь, который показал, что высокая инфляция не падает. Ну и вишенкой на торте стал любимый отчет ФРС 24 февраля под названием индекс цен, который только подтвердил, что инфляция растет, и Пауэллу опять придется повышать ставки до более жестких уровней. После чего акции США, недолго думая, полетели вниз, потянув за собой биткоин. Но если бы вы были подписаны на наш телеграм-канал, ссылка на который есть в описании, вы бы заранее знали об этом индексе и понимали, из-за чего упал биткоин. Потому что перед каждыми важными отчетами мы всегда делаем подробные прогнозы на движение крипты. И перед ИПЦ 14 числа мы его также сделаем. Поэтому подписывайтесь и получайте важную информацию заранее. Так вот, давайте немного остановимся именно на индексе цен, потому что ФРС следит за ним даже больше, чем за ИПЦ. Индекс цен измеряет, как и сколько люди тратят денег в условиях высокой инфляции. И данный индекс продемонстрировал, что потребительские цены выросли на 0,6% с декабря по январь, хотя прогнозы были на уровне всего 0,4%. И по факту данные этого отчета стали последним признаком того, что экономика до сих пор находится под давлением высокой инфляции, несмотря на радужные слова Пауэлла, из-за чего
чего будущие процентные ставки с большой вероятностью будут повышать минимум на 0,50%. Как я говорил ранее, ИПЦ опубликуют 14 числа, и на данный момент уже есть официальные прогнозы от Резервного банка Кливленда, который постоянно делает прогнозы. И по их оценкам месячная инфляция останется на том же уровне, что в январе, то есть 6,4%. И если это произойдет, то ничего хорошего в этом нет, ведь чтобы соответствовать годовой инфляции в 2%, которую хочет видеть ФРС, ежемесячная инфляция должна составлять от 0,1 до 0,2%. Если мы увидим тенденцию к ежемесячной инфляции на 0,5% и более, тогда станет ясно, что ФРС деваться некуда, и все, что ей останется делать, поднимать ставки вверх. А как на это реагируют рынки, вы прекрасно знаете. Учитывая промежуточные данные по инфляции, скорее всего мы не увидим сильного снижения ИПЦ 14 марта, и инфляция останется на том же уровне, что и в январе. Тем не менее, министр финансов США Джанет Йеллен на встрече G20 в Индии настроена положительно, ведь она сказала, что по-прежнему считает, что мягкая посадка без рецессии возможна благодаря сильному рынку труда, и заявила: инфляция снижается, если вы измеряете ее в рамках 12 месяцев, но все же базовая инфляция, которая, я думаю, будет падать, остается выше, чем цель в 2%. А на эксклюзивном интервью CNN на вопрос, как обстоят дела с инфляцией, она ответила коротко и ясно: пока все хорошо. Ну, будем надеяться. Лично я не считаю, что будущий ИПЦ так негативно повлияет на крипту и акции, как раньше. Ведь будем откровенны, экономика немного адаптировалась работать в таких условиях. Но некоторые экономисты из Bank of America считают иначе. Они предупредили, что факторы в виде безработицы, ИПЦ и других отчетов заставят ФРС поднимать ставки до пиковых значений в первой половине этого года. И это будет не 5%, как прогнозировали ранее, а минимум 6% по сравнению с 4,75%, которые мы имеем на сегодняшний день. Это, конечно, будет зависеть от будущих данных, но это, пожалуй, самый худший вариант, если мы увидим ставку ФРС на уровне 6%. В принципе, на фоне негативных отчетов акции США закрыли февраль на негативной ноте, что ставит под сомнение продолжение роста фондового рынка в этом году. Например, индекс Dow Jones упал на 4,2%, а S&P 500 потерял 2,6%, и движение именно этих индексов очень любит копировать биткоин. Такое падение было связано как раз таки с сомнениями насчет ставок ФРС, поэтому март станет самым важным месяцем для крипты и акций за последние годы, благодаря событиям, которые могут полностью изменить направление рынков. Поэтому будущий ИПЦ и другие отчеты, которые опубликуют в марте, создадут активное движение для крипты, на котором, естественно, можно будет заработать. Но если вы не знаете, как это сделать, просто воспользуйтесь нашей подпиской Coin22 Pro, которая позволяет и опытным трейдерам, и тем, которые только изучают это направление, получать прибыльный анализ рынка от аналитиков Coin22. Например, перед падением после событий с банком Silvergate участники Pro заранее открыли шорты и получили от 15% на падение монеты BNB, от 25% на шорт-сделках по лайткоину, от 35% на сильном снижении Terra Luna, и таким образом зарабатывать может каждый. А для всех новичков мы предоставляем шикарный бонус в виде подробного обучения, которое позволит быстро освоить принципы трейдинга для прибыльной торговли. Поэтому не упускай возможность заработать на предстоящих событиях, а переходи по ссылке в описании, присоединяйся к подписке Pro и зарабатывай вместе с нами. Как я говорил ранее, для нас март будет важным месяцем, поэтому давайте разберем все события, которые нас ожидают. 10 числа опубликуют уровень безработицы в США. Ожидается, что она останется на том же уровне в 3,4%. ФРС дала нам понять, что уровень безработицы должен быть не менее 4%, чтобы замедлить инфляцию, в то время как некоторые экономисты говорят, что уровень безработицы должен быть еще выше. В любом случае, низкий уровень безработицы в сочетании с высоким приростом рабочих мест указывает на то, что в ближайшие месяцы ставки будут повышать. Далее нас ожидает сам ИПЦ 14 марта. Аналитики ожидают, что он может быть выше, чем 6,4%, предполагая, что ФРС продолжит борьбу с инфляцией. Также ожидания годового ИПЦ варьируются от 6,1 до 6,5%. В целом, несмотря на тенденцию снижения, данные скорее всего покажут, что ни ИПЦ, ни базовый ИПЦ не падают так быстро, чтобы ФРС смягчила свою политику. После ИПЦ сразу же объявят индекс цен производителей и розничные продажи. Поскольку ФРС зависит от этих данных, на них стоит уделить пристальное внимание, потому что акции резко упали в прошлом месяце после публикации этих отчетов. Я думаю, что они только подтвердят, что экономике США пока не угрожает рецессия, что полностью развязывает руки ФРС. Ну а главным боссом отчетов в марте станет ставка ФРС 22 числа. ФРС со 100% вероятностью повысит ставку не меньше, чем на 0,25%. А по прогнозам СМИ Групп есть 30% вероятности того, что ставку повысят не
менее чем на 0,50%. Но это, конечно же, будет зависеть от результатов тех отчетов, которые мы только что разобрали. Поскольку экономика движется лучше, чем ожидалось, а инфляция остается стабильно высокой, я думаю, что решение ФРС будет нерадужным. Но более детально ставки ФРС мы разберем в отдельном видео, поэтому если вы желаете его увидеть, пишите об этом в комментариях. А также, чтобы вы не искали эти отчеты по всему интернету, мы их собрали в удобный список, который оставим для вас в Telegram. С экономикой мы разобрались, теперь с этой фундаментальной базой можем переходить к биткоину. Для биткоина февраль был, я бы сказал, никаким, потому что прошлый месяц оказался самым неактивным месяцем в истории. На месячном графике мы можем увидеть вот такую зеленую свечу, или как ее называют Dodge, который показал рост всего на 0,03%, хотя январь мы закрывали в плюс 39%. Но несмотря на то, что в феврале биткоин не упал, как он это делал много раз в 2022 году, появились опасения, что киты активно давили на его цену в последнее время и выставляли множество заявок на продажу, которые отчасти повлияли на то самое падение в пятницу, когда биткоин упал на 6% буквально за один час. Падение в пятницу привело к тому, что биткоин достиг трехнедельного минимума в 22 340 долларов. Но благо нам удалось избежать закрытия ниже важной поддержки на уровне 22 тысячи, которую мы разбирали в феврале. И после внезапного падения RSI биткоина на дневных таймфреймах восстановился до значения, которое было в начале этого года, что указывает нам на потенциал как для роста, так и для падения. Уровень поддержки в 22 тысячи по-прежнему остается сильным после нескольких тестов в последнее время, но если он будет пробит, биткоин может опуститься ниже вплоть до 20 тысяч. Также в пятницу биткоин упал ниже 200-дневной скользящей средней, а индикатор MRI, который определяет разворот тренда, находится на уровне 22 250 долларов. Эта линия является ключевой для следующего движения цены биткоина. С технической точки зрения пробой уровня поддержки в 21 260 создаст более низкие минимумы, и такое развитие событий не только заставит многих продавать, но и поставит крест на ближайший рост. И если мы пробьем 200-дневную EMI на уровне 21 170, то уровень 19 700 будет не за горами. Но все не так плохо, как вы можете подумать. Во-первых, после такого внезапного падения нам нужно время, чтобы прийти в чувство и консолидироваться, прежде чем начать рост. И если уровень поддержки в 22 и 21,5 тысячи сохранятся, мы сможем вернуться в наш любимый диапазон от 23 до 24 тысяч, чтобы опять начать накапливать ликвидность для роста к 25. И если отчеты в этом месяце будут более-менее положительными, конец марта может быть закрыт на уровне выше 25 тысяч. В таком случае покупать биткоин можно либо по повторному тесту на уровне 22-21,5, либо дожидаться, пока он вернется вот в этот диапазон, чтобы биткоин некоторое время в нем поторговался и мы убедились в продолжении роста. Лично я более оптимистично отношусь к будущему движению и думаю, мы все-таки вернемся к прежним значениям. В любом случае, после новостей с банком нам нужно немного отойти и лучше немного понаблюдать за тем, как биткоин будет торговаться в понедельник и на протяжении всей недели, а также внимательно следить за экономическими отчетами, которые мы будем публиковать для вас в нашем Telegram, так что подписывайтесь. И как всегда, не забывайте поддерживать видео лайком, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, и увидимся очень скоро. Желаю каждому прибыльной недели, всем пока!